Вы смотрите Climate Change о климате, катаклизмах, прочих стихийных явлениях и происшествиях на Земле. Очередная сводка новостей о событиях, которые происходили в прошедшие дни. Центральные части Вьетнама пострадали от наводнений, вызванных ливнями тропического шторма Консон. До 13 сентября 2021 года местами выпало более 900 мм осадков. Во время стихийного бедствия погибло по меньшей мере 2 человека. Один человек утонул во время наводнений в провинции Контум. Еще один трагический случай произошел в провинции Гуанггай. Согласно информации Управления по борьбе со стихийными бедствиями Вьетнама, с 10 до 13 сентября в Гуанггае было зарегистрировано 908 мм осадков. На территории провинции паводок повредил 775 домов. Наводнение также охватило части провинций Куангчи, Контум и Зялай. Около 750 человек из 215 домохозяйств переместились из низин, спасаясь от быстро подступающей воды. Потоп размыл более 8000 гектаров риса и других посевов. Тропический шторм принес в страну сильные ветры. Крыши 131 дома были сорваны или повреждены. Сильное волнение на море поставило в затруднительное положение экипажи нескольких кораблей. Во время шторма спасатели эвакуировали 18 человек с 2 судов. Консон ослабел до зоны низкого давления, которая 12 сентября находилась над Южно-Китайским морем между Данганом и Конгнаем, оставаясь почти неподвижной. Ранее Консон в качестве тайфуна затронул некоторые острова Филиппин, нарушив нормальную жизнь тысяч людей и вынудив многих покинуть свои дома. Супертайфун Чанту, известный на Филиппинах как Кико, был одним из самых сильных штормов в этом году, с устойчивыми ветрами со скоростью 260 км в час до выхода на сушу. Ожидалось, что позже он переместится в соседний Тайвань, и власти выпустят предупреждение на море и суше для Южного Пиндун и уезда Тайдун. По данным Филиппинского метеорологического бюро, Чанту навис над островами Батанес. Было выпущено предупреждение 4-го уровня опасности для этого района, что указывает на опасные и разрушительные ветры из-за урагана. На крайнем севере архипелага, в северо-восточной части Бабуйских островов, вышло предупреждение 3-го уровня опасности. После выхода урагана на сушу уровень был понижен до 2-го. В пострадавших районах могут проходить проливные дожди с высоким риском опасного для жизни штормового нагона. Также существует риск внезапных наводнений и оползней из-за сильного дождя. На остров Пантелерия у берегов Италии обрушился сильнейший торнадо. По информации чрезвычайных служб, жертвами стихии стали 2 человека. Как минимум 10 жителей пострадали, 4 из них находятся в критическом состоянии. Раненых планируют доставить на вертолете в больницу Палермо, когда погодные условия улучшатся. По словам одного из спасателей, обстановка на острове напоминала апокалипсис. Отмечается, что торнадо сорвал крыши с десятков домов, перевернул автомобили и разрушил прибрежную дорогу. Каждый год в европейском регионе регистрируют несколько сотен торнадо. Так, 25 июня 2021 года сообщалось, что мощный торнадо обрушился на юго-восток Чехии и снес 4 крупных села. Сильнее всего пострадали села Грушки, Лужице, Моравска-Нова-Весь и Миколчице. По данным чрезвычайных служб, экстремальные погодные условия унесли жизни нескольких человек. Как минимум 300 жителей пострадали. После выхода на сушу в Ньюфаундленде, Канада, бывший ураган Ларри обрушил на юго-восточной части Гренландии сильный снегопад. Метеорологи прогнозировали выпадение более 1,5 метра свежего снега. Случаи, когда ураган продвигался по Атлантике настолько далеко на север, очень редки. Погодная система продолжает вызывать конвективные штормы и собирает большое количество влаги, которая при взаимодействии с низкими температурами вызывает сильные снегопады. 11 сентября 2021 года ураган Ларри вышел на берег в Ньюфаундленде с ветрами 130 км в час. Позже он ослабел до посттропического циклона и двинулся на северо-восток в сторону Гренландии.
Ураган стал причиной отключения электроэнергии в городе Сент-Джонс и его окрестностях. Принес проливные дожди, сильный ветер и высокий штормовой нагон. Ларри нанес городу значительный ущерб, повредив дороги и светофоры. Во время штормового нагона у полуострова Бурин и Авалон уровень воды был на 1,5 метра выше обычного. По прогнозам, погодная система постепенно рассеется в Гренландском море в начале недели. В Индии, в городе Дели, 11 сентября 2021 года пошел сильный дождь, который затопил не только улицы, но и аэропорт. За последние 24 часа в городе выпало 97 мм осадков. Из-за проливного дождя за короткий период времени затопило взлетно-посадочные полосы международного аэропорта Индиры Ганди. Также вода была внутри здания терминала. В связи с этим аэропорт не мог работать, и часть рейсов была отменена и задержана. По данным Метеорологического департамента Индии, на 11 сентября 2021 года зафиксировано 1100 мм осадков за этот сезон дождей. В Дели сезон дождей с 1 июля до 25 сентября. При этом рекорд по количеству осадков был зафиксирован 1975 года с отметкой 1150 мм осадков за сезон дождей. Как мы видим, последний раз такое большое количество осадков было 46 лет назад, если не брать во внимание 2003 год с количеством осадков 1050 мм за сезон. На сегодняшний день есть большая вероятность, что будет установлен новый рекорд по количеству осадков за сезон. Ведь метеорологи прогнозируют сильные дожди над западным побережьем и восточно-центральной Индией с 12 сентября 2021 года. В четверг, 9 сентября 2021 года, в населенных пунктах Бана и Баку, расположенных на западе африканской страны Камерун, наблюдалось необычное для этого региона метеорологическое явление. Там выпал снег. Министр юстиции сказал, что это природное проклятие может уничтожить сельское хозяйство, которое является источником обогащения населения. По словам мэра Баны, выпадение снега связано с изменением климата. Он добавил, что в четверг снег и град повредили крыши домов, заблокировали движение городского транспорта, также пострадали плантации. В это время камерунцы были крайне удивлены увидеть снег на своих улицах и активно делились в социальных сетях фотографиями и видео необычного явления. Напомним, в этом году снег выпал также в Южной Африке. Там столбики термометров опускались до рекордной отметки в почти минус 10 градусов по Цельсию. Вот так незаметно наш выпуск подошел к завершению. А как погода у вас? Расскажите об этом в комментариях. Благодарим вас за просмотр и комментарии. Оцените это видео, бейте в колокол и подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписались. Будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь. Выпуск озвучил Александр Тымачко специально для канала Climate Change.